Ребята, это такая стыдоба. Вы вообще за смурфиков шарите? Вы их помните? Смурфики появились в 90-е годы, поэтому если вы такой же старый, как и я, то вы наверняка слышали про них или хотя бы смотрели сериалчик, который показывали. Так вот, история про смурфиков была такая интересная, что люди прям фанатели по ним. И однажды на этом сайте появился Крип сраный, очень странный, я уверена, дядька. Именно про него и про его мыслишки и комиксы мы с вами и будем сегодня разговаривать. Я давненько в телеграм-канале вам показывала вот эту дичь, но что-то время пролетело, и мне случайно в голову опять это воспоминание всхлынуло. Неужели я застала историю педофила на сайте смурфиков? Поэтому я захожу еще обратно на сайт, а нет, ни хрена. Просто ноль, как будто бы не было этого всего. Но, ребята, хоть это и было 9 лет назад, интернет все помнит. Существуют машины времени, при помощи которых я и залезла в архивы и нашла это, слава богу. Давайте сегодня послушаем комиксы педофила. Потрясающе, да? Интересная идея. Я в шоке. Как можно было додуматься? Среди фанатов смурфиков появился чел с ником Смурфик в руке. Вы видите эту аватарку? Ладно, этот чел решил начать писать всякие мини-истории и комиксы про смурфиков. Давайте это почитаем. Привет всем! Недавно я почувствовал вдохновение на создание новых картинок смурфиков. Меня очень увлекла идея каким-то образом встретить смурфа, особенно маленького смурфа. Сука, твою мать. Поэтому я решил написать историю о том, что я, вероятно, сделал бы. Когда я вернулся домой, на пороге меня ждала единственная посылка. Коробка была адресована в исследовательскую лабораторию дальше по дороге, но обратного адреса не было. Обычно я бы оставила коробку для повторной доставки в нужное место, но я услышал слабый шум, исходящий от нее. Это было похоже на плач. Этот садист обожает писать про подобную хрень. Это только первая история. Представьте мое удивление, когда я открыл маленький ящичек. Внутри лежал малыш Смурфик. Бедное создание смотрело на меня снизу вверх, дрожа от страха и замешательства. Единственная крошечная слезинка скатывается по его щеке. Я хотел заверить дорогого крошечного голубого младенца, что не собираюсь причинять ему вреда. Я посмотрел на него сверху вниз и дотронулся до его хвоста. Какой у него мягкий хлюпающий хвостик. Я не удержался и потыкал его. Малыш Смурфик сначала вздрогнул, но затем на его маленьком голубом личике появилась застенчивая улыбка. Он наслаждался моей привязанностью. Глядя на его очаровательное крошечное личико, я решил игриво пощипать маленький носик Смурфика. Кто бы додумался! Он захихикал, я продолжал играть с его маленьким носиком, испытывая облегчение от того, что мне удалось так быстро привести лилипутского младенца в чувство непринужденности. Короче, этот идиот решил оставить этого смурфика к себе. Если вы спросите, зачем я вам это читаю, то вы просто вдумайтесь, какая хрень у него в голове. Вы уже наверняка заметили эти гивочки, да? И что там постоянно Смурфик либо плачет, либо его трогают. Так вот, эта рука, это буквально его рука. И это только начало. Эта история самая милая из того, что он присылал. Так же, как и вы, многие отреагировали на его первый комикс. Люди на сайте писали, что это очень мило, это так здорово, обсуждали с ним всякие штуки, хотели видеть больше. И это было зря. Далее по сюжету он начал ухаживать за этим смурфиком. Он его мыл, переодевал, показывал голеньким, описывал, как он его постоянно успокаивает и как ему страшно, что для него это все новое, и он ведет его в детский садик. Малыш Смурф идет на медицинский осмотр. К сожалению, выяснилось, что по выходным в детском саду работает не совсем любящий медицинский работник. Я попытался заверить малыша Смурфика, что все в порядке. Вынул его из кармана и передал медсестре. Умелой рукой она тут же сняла с него крошечного Смурфика пижаму и шапочку, шлепнув его на холодный металлический смотровой стол. Обнаженный маленький голубой человек
человечек представлял собой жалкое зрелище, дрожа от прикосновения холодного металла к своей обнаженной коже. Он заскулил, как и накануне, когда я попытался снять с него маленькую шапочку. Я собирался что-то сказать медсестре обо мне, но теперь она вела себя так, словно меня даже не было в комнате, когда она приступила к осмотру. Когда она достала маленький стеклянный термометр, я понял, что сейчас произойдет, и просто должен был отойти в сторону, вздрогнув от сочувствия, когда услышал огорченный писк маленького существа. Наконец, тяжелое испытание закончилось, и было объявлено, что мой малыш Смурфик в добром здравии. Позже, вернувшись домой, я нежно поглаживал и сжимал его мягкий набалдашник хвоста почти полчаса, прежде чем оно вернулось к своему игривому и беззаботному поведению. Этому челу писец нравится описывать, как его Смурфик страдает. Он постоянно сексуализирует этого маленького голубого чувачка. Даже процесс купания. Как только я опустил раздетого синего младенца в воду и опустил его, он завизжал от восторга и начал расплескивать воду по всему крошечному бассейну. Глядя на маленькое тельце маленького Смурфа, я внезапно почувствовал желание потрогать его синий животик. Сначала малыш Смурф неосторожно посмотрел, когда мой палец приблизился к его животу, но как только я начал осторожно его тыкать, он весело пискнул. Мы поиграли в эту игру несколько минут и чувствую себя комфортно. Оставив его одного, я начал поливать газон. К чему эта история? Он назвал этого Смурфика Blueberry или черничка. И теперь, когда он завел себе своего личного Смурфика, он начал... Голая попка ребенка. Однажды Blueberry, мой приемный малыш Смурф, играл на улице в новом комплекте смурфовой шапки и пижамы, которые я ему купил. Пока он карабкался на игрушечный гриб, который я сделал, внезапно одна из пуговиц пижамы лопнула. Крошечное существо в недоумении озиралось по сторонам, чувствуя себя незащищенным под своим мягким круглым хвостиком. Появился новый персонаж. В детском садике для смурфиков, этот чел по сюжету встречается с женщиной, у которой есть тоже свой малыш Смурфик. Этого Смурфика звали Росинка, и она была спасена во время рейда на склад, который использовался контрабандистами экзотических животных. Ее нашли в куче грязных, пропитанных краской тряпок. Все ее тело, конечности и даже хвост были в синяках, как будто кто-то намеренно щипал ее нежную синюю кожу. Во время ее плена вместо смурфской ягоды кто-то пытался накормить бедное создание соленым кешью, чуть не задушившим ее. Вот нахрена он всем смурфикам придумывает такую ужасную участь? Все эти смурфики младенцы или маленькие дети по сюжету. И у всех смурфиков какая-то травма психологическая или физическая. Давайте дальше почитаю. Прошло 3 недели, прежде чем Росинка перестала кричать от ужаса при виде человеческого лица, просыпаясь после сна. И хотя теперь она доверяла своей приемной человеческой матери, одинокая Росинка никогда не играла и не общалась с каким-либо другим образом с другими маленькими младенцами смурфами в детской. Видимо, были синяки и внутри, которые так и не зажили. А потом эта девочка взяла и залезла в корзинку Blueberry, черники, которые есть у этого мужика, и они там типа хохотали, они мгновенно подружились и бегали друг за другом, щипая друг друга за хвостики. По сюжету этого чувака все смурфики любят, когда их трогают. Следующая его история была про то, что они с этой женщиной договорились сидеть периодически с их смурфиками, и в принципе можно было закончить, типа, это история о спасении смурфиков и о том, как они начали жить мирно с человеческой расой. Этот хрен идет дальше. Эх, твою мать, это надо прям читать. Я начал разматывать бечевку, а когда закончил, бедняжка осталась голой, за исключением маленькой шапочки. Я правильно догадывался насчет задницы маленького Смурфа. Тугая, грубая сизаловая нить впилась в нежную синюю кожу Смурфа, оставив отпечаток глубоко в плоти. Существо также демонстрировало признаки жестокого обращения. Крошечные синяки повсюду, в том числе и на необычном круглом хвостике. Я с любопытством нежно сжал хвост, когда маленькое голубое двуногое извивалось в моих руках, вызывая безумный визг боли. Этот жалкий придаток все еще болел от ущемления кем бы то ни было бывшими мучителями Смурфа. На его хвосте также имелся характерный след от шприца. Вот нахрена?
Следующая история была про то, как он ее моет, естественно, не без каких-то странных моментов. Затем у него была история про черничный пирог. Вот представьте, что вы писатель. Вот у вас есть персонаж, ребенок. Вы о чем будете писать? Ну, явно не о том, как этот ребенок будет купаться в взбитых сливках. Следующая история про памперс и о том, как он обожает тыкать хвостик Смурфа. История про то, как чел проснулся от шума детектора дыма. И описание ужасного страха его новоиспеченного ребенка в очень странной позе. Обязательно было его в этой позе вообще рисовать. Описывать, как ты его успокаиваешь, за что ты его трогаешь. Но сюжет продвигается дальше. И у нас появляется третий смурфик. Turtle Red. Это чувиха из конференции по типу дела Смурфа, фонд понимания и отношений. Короче, организация, которая представляла собой неправительственную организацию, создана для решения проблем, связанных с взаимодействием смурфов и людей, какими бы ограниченными они бы не были. Они знакомятся с нашими двумя малышами, Черничкой и Росинкой, и, естественно, она не может не удержаться, чтобы не щекотать их за хвостик. Вот его рисунок, он это нарисовал от руки, обязательно в этой позе. Но только прикол в том, что в будущем он этот набросок прорисует на компьютере, и она уже будет выглядеть вот так. Из этого в это. Когда я листала рекламу крупной газеты со всей страны, мое внимание привлекла определенная статья в разделе «Усыновление домашних животных». Там, где-то на другом побережье, очевидно, содержали детеныша Смурфа и предлагали его в жертву, как если бы это крошечное существо было хомяком или кем-то в этом роде. Это был голубокожий малыш-лилипут, которую звали Строберри или Клубничка. На газетной фотографии она выглядела счастливой и здоровой. И, естественно, он решил обсудить это с Татлерет, где она сказала, что вообще-то такие ребята в основном в плену сидят, кто-то пострадал, поэтому этот чел, естественно, как герой, супер-человек с нереально огромным сердцем, такую несчастную малышку решил усыновить. Нашему добряку мало измученных детей, поэтому он добавляет помпона. Короче, рядом с фермой отца выбрасывали ненужных питомцев. И однажды, когда какой-то паренек занимался борьбой с вредителями, он услышал, как дерутся в кустах двое животных. Ему показалось, что это парочка крыс, поэтому он взвел ружье, выстрелил в одну из крыс, только начал прицеливаться на другую, как понял, что это маленький смурфик. Его хвост сгрызла крыса все-таки. Да, и поэтому этот чел решил назвать его Помпон. Но потом, чтобы никто не посчитал его мудаком, он отвел этого ребенка в ветеринарную клинику и описывал то, какой это ж бедный ребенок, и как мне его жалко, хнык-хнык-хнык. Нарисую, как он плачет. Получив дозу поддержки, он в итоге написал историю о том, что их хвост — это самое чувствительное место приятной чувствительности. И вообще у смурфиков пугающий низкий болевой порог. Но мир жесток, теперь будешь жить с нами. Поздравляю, мы с вами прошли первый уровень жестокости комиксов этого чувака, потому что начинается история про испытания. Я прибыл в муниципальный приют и зарегистрировался, чтобы войти на территорию, где содержались животные. Другой сторонник Смурф сообщил мне, что здесь содержится ребенок Смурф, и что обращение с ним со стороны персонала в лучшем случае бессердечное. Как же по-другому? И не поверите, в этой истории появляется малышка Смурф и взрослый Смурф. Он видит этих голых смурфиков, естественно голых, естественно замученных. По идее, по сюжету, он должен их забрать и пойти домой, но нет. Как же без мучений? Внезапно почувствовав мой взгляд, щеки взрослого смурфа покраснели от стыда. Беднягу лишили традиционных белых штанов и шляпы по санитарным соображениям. Я собрался протестовать против унизительного обращения с этим живым существом, когда начался новый ужас. Появился жестокий сотрудник с ведром мыльной воды, 2 прищепками и удлинительным шлангом. Глаза Смурфа расширились от испуга, и он, подхватив обнаженного малыша, крепко схватил ее и отступил в дальний угол клетки.
Ой, это ужасное описание на полстраницы. Он описывает, как смурфиков, схватив за уши, вырвали из рук взрослого смурфика, окунали в ведро и повесили за веревку, прицепив их прищепкой за кончик хвоста. А затем то же самое было и со взрослым смурфиком. Но ему еще связали запястье сзади веревкой и подвесили за нос. Описание того, как эти смурфики рыдали, сопровождались только наблюдением со стороны этого чувака. Там была перепродажа, там буквально продавали этих смурфиков, продавали детей. Продажа детей, сука, описывается. И только спустя время он смог их усыновить к себе домой. Настроение этого чувака меняется, мне кажется, со скоростью света, потому что в какой-то момент смурфики живут счастливой жизнью, описываются как животные нафиг. Я не могу остановиться, они такие миленькие, пойду потрогаю их. Ой, им так щекотно, так весело. Ха-ха-ха-ха-ха, как здорово. Люблю их переодевать, люблю прописывать, что им нужно стирать подгузники и всякое такое. А потом через секунду он находится в какой-то больнице, в приюте, в каком-то странном месте, где над смурфиками издеваются обязательно какая-нибудь медсестра. И эти смурфики в ужасном состоянии. Честно, но не хочется вам зачитывать, только какой-то странный педофил описывает, как он пытается ухаживать за голой малышкой смурфиком, которая вся в синяках, потому что соотношение строк, где этой смурфетке нормально, она идет на поправку, как ей хорошо, как ей становится легче, она поправляется, и мест в тексте, где описывается, как ей хреново и она страдает, где-то соотношение 90 к 10. Все это время в комментариях все поддерживали этого чувака. Все писали: ой, ты такой молодец, как молодец, что ты спас этого смурфика, ой, какой ужас, я так не хочу, чтобы с нее было что-то плохо, пожалуйста, напиши, как все исправится, напиши, как все здорово, мне так интересно узнать продолжение. И наконец-то появились адекватные люди. И вместо того, чтобы очухаться, чуваки такие: ты хейтер, блин, он нормальные вещи пишет вообще-то. Ты тролль и дурак, вы дискредитируете смурфов, ты злой, ты нас разочаровал, уходи отсюда, фу-фу-фу. Помните девочку-клубничку, которую чел усыновил, увидев объявление с кассеты? Помните малыша Помпона, которого почти чуть ли не сгрызла крыса, а затем его чуть не застрелили? Мы переходим к уровню 3 по жестокости. Их украли и начали скидывать ужасающие видосы, где их связывали, издевались, их избивали, топили, мазали глаза перцем. Как можно было додуматься до таких пыток у себя в голове? Это ж надо было... Он описывал это все. И более того, в будущем появляется новый персонаж, который мертв. И он буквально показывает трупик смурфика. Благодаря поддержке со стороны его фанатов, он продолжал быть более жестоким, более отвратительным. Потому что вот эти вот рисуночки и описание дальнейшего насилия все новых и новых персонажей. Как он лезет в памперс маленькой смурфетки, я хз как назвать, девочки смурфов. Как они все спят вместе. Это бесконечное насилие над этими голубыми детьми вышло из-под контроля. Этот придурок получил дохрена поддержки. И слава богу, на этом его история закончилась. Потому что его, походу, забанили. Этого чувака на этом сайте больше нет. Слава тебе, Господи! Твою мать, это было видно с самого начала. Почему это всегда дети? Почему смурфики не могут говорить? Он их всегда рисовал как животных, как питомцев, и он к ними как к питомцам и относился. Это была очень странная-престранная фигня. Ни хрена себе я вспомнила, да? Но типа это такой старый сайт, он и до сих пор работает, но это так далеко листать надо, чтобы это откопать. Хорошо, что мы этого чувака больше не увидим. Лучше не лезьте на такие форумы, окей? Они находятся в глубине не просто так.
Обещайте, что такую фигню писать не будете. И рисовать тем более. Окей. Вот и ладушки. Ха. Вау.